Привет, друзья! Сегодня у нас рецепт невероятного печенья грибочки. Вкусное, сладкое, красивое, сказочное печенье поднимет настроение. Обязательно приготовьте к семейному чаепитию. В миску кладу размягченное сливочное масло, добавляю сахар, соль и ванилин. Все перемешиваю миксером на средней скорости до однородной массы. Теперь добавляю одно небольшое яйцо и сметану. Все продукты должны быть комнатной температуры. Всыпаю часть муки, разрыхлитель и перемешиваю. Остальную муку я всыпаю постепенно, замешиваю тесто. Тесто получается очень мягким, приятным, и оно не липнет к рукам. Теперь нам тесто нужно разделить на кусочки. Я сразу взвешиваю меньшую часть теста 15 граммов, это будет ножка. Скатываю шарик и отмеряю больший кусочек теста 25 граммов, это будет шляпка. И также скатываю шарик. То есть мы подготовили заготовку для одного грибочка. С остальным тестом поступаю аналогичным образом, по 15 граммов на ножку и по 25 граммов на шляпку. Всего у меня получилось заготовок на 16 грибочков и один маленький грибок. Теперь из шариков меньшего размера мы формируем ножку. А из большего шарика формируем шляпку. Если у вас нет весов, ничего страшного. Для шляпки возьмите кусочек теста размером примерно с грецкий орех, а для ножки немного меньше. Заготовки для грибочков накрываю и убираю в холодильник на 40 минут. Спустя 40 минут перекладываю на противень только ножки и выпекаю в хорошо разогретой до 200 градусов духовке примерно 10-15 минут. А шляпки накрываю и снова убираю в холодильник. Ножки грибочков готовы, перекладываю их на поднос и даю им полностью остыть. И теперь на полностью остывший противень, это важный момент, выкладываю шляпки и выпекаю их в хорошо разогретой до 200 градусов духовки примерно 10-15 минут. После выпечки шляпки перекладываю на решетку, но полностью их не остужаю. В еще теплых шляпках будем делать углубление для ножки. Для этого вырезаю ножом кусочек теста. Шляпки я подготовила, теперь приступаю к сборке грибочка. Для украшения и сборки грибочка берем 150 граммов шоколада, у меня молочный, ломаем его на кусочки и растапливаем на водяной бане либо в микроволновке. Я обычно растапливаю на 50%,
Остальные кусочки под воздействием тепла сами разойдутся и растают. В углубление шляпки наливаю немного шоколада и вставляю ножку. Грибочки отправляю в холодильник на 15 минут. К растопленному шоколаду добавляю 1 чайную ложку растительного масла, хорошо перемешиваю. Опускаю ножку грибочка в растопленный шоколад, даю ему немного стечь, а затем опускаю ножку в мак. Грибочки отправляю в холодильник еще на 15 минут. И теперь уже опускаем шляпки в растопленный шоколад. Также даю стечь лишнему шоколаду и ставлю грибочки шляпкой вверх в любую удобную форму. Я использую формочки для льда. Или грибочки можно выложить на тарелку, застеленную пищевой пленкой или пакетом. Полностью готовые грибы убираю в холодильник на час, чтобы шоколад хорошо застыл. Стоило потрудиться, чтобы получить в итоге такой чудесный результат. Красивые, вкусные грибочки, от них в восторге и взрослые, и дети. Грибочки совершенно не сухие, нежное сливочное тесто, они сладкие, очень вкусные. Обязательно приготовьте такую лесную красоту, подойдет для праздничного чаепития и в качестве подарка. Друзья, желаю вам удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео.